Рецепт настолько простой, что тут же приготовить захочется. Лаваш вместо хлеба, быстрые лепешки на сухой сковороде. Никакого мучения с липким тестом. Без дрожжей, без соды. В общем, перемешал, раскатал и готово. Главное, что расскажу, как их печь, чтобы не пересушить, почему они могут не вздуваться, а также как их сохранить после, чтобы не стали резиновые и не засохли. Об этом и многом другом по порядку. Мягкие быстрые лепешки печем сегодня. Давайте уже скорее начнем. На 250 мл крутого кипятка добавляем пол чайной ложки с горкой соли. Хорошо размешиваем. Берем 500 граммов муки, делаем внутри углубление. Вливаем 2 столовые ложки растительного масла и тут же выливаем кипяток с солью. Быстренько перемешиваем, стараясь смочить всю муку, чтобы получились у нас вот такие хлопья. Тесто немного остывает. Когда терпимо рукам, можно начинать замешивать. Тесто получается достаточно крутое, не пугайтесь. Сейчас мы его хорошенько вымесим, чтобы не было сухих вкраплений от муки. Постепенно тесто впитывает всю муку, но пока еще совершенно неоднородное. Этого бояться не нужно. Дадим немножко времени, чтобы клейковина набухла, тесто стало гладким. Так как мы использовали кипяток, процесс будет намного быстрее. Тесто слегка приплющим, завернем в пищевой пакет и оставим при комнатной температуре на 20-30 минут. И вот, поглядите, тесто от теплоты быстрее стало мягким, уже более эластичное. Сформируем толстую колбаску, которую в свою очередь разделим сначала на 3 части и затем каждую треть еще на 3. Таким образом получится 9 лепешек. Если вам нужен точный вес, каждая лепешка в сыром виде будет весить 85 грамм. Обминаем кусочки, образуя ровные шарики. Это позволяет при раскатке иметь ровные края. И тут же сразу можно уже раскатывать, так как тесто очень податливое, эластичное. Растягиваем сначала лепешку руками, а затем уже скалкой. Присыпаем муку ровно столько, чтобы было удобно работать с тестом. Излишки убираем. Посмотрите, какое эластичное тесто. Стараемся лишнюю муку стряхнуть. Советую сразу раскатать несколько лепешек, чтобы потом не отвлекаться на этот процесс. Берите сковороду, ту, которую не жалко, ведь нам ее сейчас нужно раскалить максимально. Нагрев я ставлю 9 из 9. Кладем лепешку на горячую сковороду без масла, сковорода сухая. В течение минуты начнут появляться пузыри, лепешку перевернем. Немного поджарим с другой стороны и снова переворачиваем. Главное не пересушить тесто. Если тесто у вас достаточно хорошо раскатано, то есть равномерно и не слишком тонкое, при этом вы его изначально не пересушиваете, то лепешки обязательно раздуются за счет образования горячего пара внутри. Таким образом, пока жарится у нас одна лепешка, следующую можно раскатывать. Процесс очень быстрый. На одну лепешку я трачу примерно 3 минуты. И как видите, некоторые из них даже лучше раздуваются. Но это на самом деле никак не влияет на вкус. Лепешки раскладываем на бумажное полотенце, не стопкой, чтобы они не намокали от собственного жара. И потом уже можно собрать. Взгляните, какие они получаются мягкие.
Лепешки на заварном тесте вкусные только с пылу с жару. Как же поступить в таком случае, если нужно заготовить впрок? Ведь сухие и резиновые есть не хочется. Я поступаю так. После остывания лепешки складываю стопкой и заворачиваю в пакет. Отправляю их в морозильную камеру и по мере необходимости достаю. И прямо замороженные кладу на горячую сковороду под крышку. Несколько раз переворачиваю, и за счет того, что тесто было заморожено, получается влажность под крышкой. Лепешки как будто только что со сковороды. Рецепт на самом деле очень быстрый, поэтому даже такие лепешки можно готовить каждый день, ведь это проще простого.